Здорово, танкист, всем привет, с вами Серега, с вами Индомита. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Лесты. Да, сегодня у нас на обзоре Т-150, советский тяжелый танк 6-го левела, проходная прокачиваемая ветка. Вот. Полноценный обзор, все посмотрим, бронирование, какие модули, что качать, да, какое оборудование ставить. И, конечно же, уже по сложившейся традиции предлагаю пойти поглядеть бронирование Т-150. Погнали. Итак, Collision модель нашего Т-150. Ну и давайте по порядку. С корпуса начнем, да, с корпуса. Здесь у нас два НЛД, нижняя НЛД, верхняя. Вот нижняя у нас 75 мм в переведенке 105, и это полный картон, это даже не анти-СТ. Здесь у нас 90 в переведенке 102, и получается, что вот в целом все это НЛД пробивает нас не только тяжелые, но и средние танки на обычном типе снаряда, да. Есть ВЛД у нас 75, имеет неплохой угол приведенной брони наклона, да, тут у нас что, 141 в приведенке. Ну, блин, это уже неплохо. Почему неплохо? Потому что иногда от СТ, от средних танков вы что-то будете рикошетить. Ну, тяжелые танки, вот как этот высокий, у них угол входа снаряда еще будет интересный, да. Ну вот Т-150 сам себя в легкую пробивает, да, обычным типом снаряда вот стоит, обычный тип снаряд. Центральная часть у нас 136, вот единственная полоска, вот эта ВЛД начальная, тут вот в самом начале НЛД 220, и это, наверное, самая крепкая часть в этом танке, потому что подбашенная рубка у нас имеет бронирование 98, она имеет плохой угол наклона брони. Дальше башня, маска орудия у нас, смотрите, она вот такая закругленная. Смотрите, дальше самое интересное, справа и слева орудие 100 миллиметров броня. Здесь 250, здесь 245. Здесь в щеках 103, здесь 127, 127, 128. Вот, щеки понятно, они имеют угол, и, соответственно, приведенная броня у нас здесь будет суперская. Да, что тут даже говорить, суперская. Внизу башни, кругляк весь этот у нас, по центру сотка. По краям 178. Есть еще вот такой замечательный, огромный люк 75 миллиметров. Боковое бронирование у нас 90. И это говорит о том, 90 на 6-м левеле, это говорит о том, что танковать он от борта будет как бог. Все, от борта танкует, а по поводу всей вот этой брони, ребята, танк огромный. Огромный силуэт. И учитывая, что у него бронепробитие там больше там 150, иметь вот такую броню, да, против оппонентов, сотки брони, что это? Такой люк 75, подбашенный 98, здесь 142, все это НЛД, ну нету в лоб у этого танка брони, и даже не пытайтесь танковать передом. Да, можно чуть докрутить, довертеть, и тут у вас что-то вот так появится, передом выкатываться, да, тогда да, есть какая-то броня, но опять же, ну что, вот это вот. Да нет, все это будет пробиваться этим же танком голдой. Соответственно, если я увижу напротив себя такой же танчик, заряжаю голду и преспокойно его буду убивать. Вот такое вот бронирование. Ладно, с броней разобрались. Такая она на самом деле. Посредственная. Давайте смотреть, что нам тут предлагает. Нам предлагают кучу пушек. Стоковая 76 мм, вот с такой нищей альфой, да, заряжается пушка 4, но посмотрите на пробитие 8,6 и 102. Поэтому про эту пушку сразу выключаем, забыли. Вам нужно стараться выкачать более мощное орудие. Да, и кстати, для розыгрыша первая цифра секретного кода цифра 2. Вот, ладно, продолжаем дальше. Значит, все, забыли, вам нужно уже заходить со свободным опытом. На этой пушке крайне не рекомендую играть, вот на первой, да, на стоковой. Что у нас дальше? У нас дальше вот идет пушка на супер топовую. Потом есть вот такие две пушечки, да, мы их вот так разместим. Смотрим. Одна фугасница, Т-150 на фугаснице, ребята, есть КВ-2, играйте на нем. Поэтому 122 мм, я считаю, для Т-150 точно ненужное орудие.
Все, забыли. Дальше у нас 85 альфа заряжает с 3 секунды. Пробитие 112, 189 на голде. 2,3 секунды. А еще бывает очень часто у тяжелых танков, да, что перед вами прям не в упор стоит и там мансует танк и постоянно по КД в него стрелять тоже не получится, а он вам 2 раза захерачит и вы в ангар поедете. Поэтому, в принципе, наверное, на таком типе пушки с таким КД не должен тяжелый танк ездить. На этой пушке, скорее всего, должна есть какая-то СТшка. Поэтому про нее тоже забыли. Остается у нас вот это вот верхнее орудие, которое идет вот на это топовое, да, ну и смотрим. 160 альфа заряжает с 4,8, бронепробитие, ну такое, на основном очень слабое, на голде уже более-менее. ДПМ 2000. Вот за свободный опыт вам надо заходить вот на эту пушку и начинать на ней качать танк. Выяснили. Дальше вам надо выкачать топовую башню. Смотрим отличия у нас. Топовый от стоковой. У нас обзор плюс 10 метров и брони чуть-чуть побольше. Там плюс 10 миллиметров. Хорошо. Теперь, что касаемо топового орудия. Вот она у нас, да. 300 альфа. Пробитие на основном типе снаряда неплохое, 167. Я вам хочу сказать, что на Т-150, вот на этой пушке, на ЗИС-6, да, можно даже без голды ездить и бомбить врагов. На голде вообще приятно играется. Ну вы сами себе представьте, у вас пробитие на голде на танке 6 уровня 219. Вы такой же равноценный Т-150 на голде прошибаете практически везде, ну разве что только щеки его справа и слева от маски орудия не пробиваете. Все остальное насквозь просто пробиваете. Поэтому кайф. По поводу рации всегда рекомендую качать топовую рацию, но в самом конце для тяжелого танка все-таки это иногда вам даст дополнительный ассист, возможно. Сами засветите кого-нибудь и передадите данные своим союзникам, ну и все такое. Танк тяжелый, медленный, поэтому сток у нас 500 лошадей, топ 700. Как минимум плюс процентов 25 подвижности вам топовый двигатель даст, поэтому качать нужно. По поводу ходовой у нас здесь что? Градусов в секунду, плюс 2 градуса в секунду поворачиваемость. Ну, для тяжелого танка тоже важный момент. По поводу полевой модернизации, я еще ее не вкачивал, впереди только буду, не хочу сейчас даже тратить на это время. Но предвижу так, что во втором блоке нужно качать вездеходную ходовую, чтобы, ну как бы, видите, у нас плюс 7 к сохранению набранной скорости. В четвертом блоке притирку 6 наведений, и это даже не обсуждается, потому что у нас сведение на этом орудии, на топовом, просто какая-то жесть. Звукоизоляцию в пятом блоке. Вот, ну и все. Второй слот мы на 6 уровне еще выбрать не можем. Вот такая вот полевая модернизация. По поводу оборудования. Тоже вижу здесь единственный правильный комплект следующий. Тяжелому танку факт нужна закалка. Это must-have оборудование для любого тяжелого танка, включая этот. Нам нужен досл. У нас пушка долго заряжается, поэтому досл 100%. А дальше, поскольку сведение у нас просто на этом орудии просто жутко неприятное, мы всегда ставим усиленный привод наводки. Как бы не хотелось поставить турбину, но, увы, мы это не можем себе позволить, потому что сводится орудие очень долго. Очень. Вот. И еще вот даже я инструкцию поставил на сведение. По снарядам. У нас бронебойный основной тип снаряда летит 830 метров в секунду. Вполне себе неплохо. Голда у нас подкол летит косарь там 38, почти косарь 40. И это очень круто. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель рекомендую ставить всегда автоматический, потому что он вас реально спасет. Он спасет вам ХП, получится сделать нормальный бой. Да, он стоит дороже, но не так часто уж прям танки ваши горят. Я думаю, можете себе позволить все-таки автоматический огнетушитель. Экипаж у нас, 5 членов экипажа у нас есть радист. Вот, перки вы сейчас наблюдаете перед собой. Вот, по плюсам минус вообще в целом этой машины. Вот, у нас есть хоть какие-то УВН. Минус 7. И это совок, тяжелый танк, и у нас есть минус 7. И это уже приятно. По поводу пушки в продолжении. У нас неплохая скорость полета снаряда. Приятная для 6 уровня альфа в 300, да.
А, самое неприятное во всей истории по пушке данного танка это сведение его. Ну, невероятно долго сводится орудие. По подвижности, даже вот без турбины, все-таки это минусы этого танка. Ездит он медленно, ездит он 35 вперед, 11 назад, почти 13 лошадей на тонну удельная мощность. Ну, очень мало. По поводу ХП у нас 1090 и... Ну, как для 6-го уровня, в принципе, стандартное среднее значение. Ни много, ни мало. Плюс-минус тут даже что даже ставить. Вот. По обзору у нас мы слепые 325 метров. Ну, тяжелый танк. Плюс у нас тут, по-моему, штраф, да? Минус 13 метров, да. Так было бы 338. Вот. В целом машина для городских карт, для каких-то укрытий, где не нужны прям суперские УВН, где можно поиграть от борта. Вот это история этого танка, вот такая она. И, кстати, вторая цифра секретного кода, цифра 3. Вот. Ну, а я предлагаю уже отправляться на Т-150 в бой. Пощупаем сейчас этого красавца, на что он способен. Поехали. Так, обзор боя. Т-150, советский тяжелый танк 6-го левела. В сетап попали к пятеркам. Вот у нас проходная прокачиваемая ветка. Сейчас поедем тестить наш Т-150. Угу. Да, броня условная в лоб. Ну ладно, какая есть. Все, ребят, пищите, кто любит Т-150. Сейчас поедем нагибать. Как минимум 2К надо настрелять, 2 своих ХП. На пятерочках, да? Все, разгоняемся. Смеюсь, конечно. Разгон такой себе. Вот. Ну, учитывая, как за мной мои разгоняются, вообще не еду. То есть на фланг тяжелых танков я еду один. Вот так у нас играет на 5-6 левелах. Позиции не знает. Он на базе все собрались. Все, что они могут. Будем сейчас соло, я чувствую, драться. Так, у них один отлетел. Встаем от борта. Других вариаций у нас тут нет. Ждем. Ух ты, какой резвый парнишка. Гаденыш. И этот выйдет, да. Гусельки мне сбивать будут. А где помощь союзников? Нету помощи союзников. Центр мы отдали, назад мне будет отступить некуда. Меня будут в спину убивать. Все. Жесткая перестрелка. Гусеницу мы переживем. Свертухи хотел я ему зарядить, не получилось. Там АТ-2. На это меня сейчас будут пытаться окружить, да? Пока Т-150 разваливаем.
Бесплатно. Не попали. Броня не побрита. Рискую постоянно, каждый выстрел. Вот. А Т2 наказали. На тебе, родной. Ну все, пора тебе в ангар. Так, ребят, ну 1800 дали. Дальше ехать тяжело. Сейчас прочекают, что у нас там наверху. Там же заезжал кто-то или его выбили уже. Выбили, наверное, да? А немец погиб от нашего КВ-2. Вот КВ-2 вовремя приехал, спас нас. Просто в жутчайшем поту играем. Практически в соло. Вот если б не КВ-2, уже бы давно в ангар поехал я. Так. Как он быстро свалил. Все, ребят, план выполнили. 2К настреляли. Мы победители. Надо отсветиться и ехать дальше. О. Это РБФМ нас гасит. Сейчас отлетим. Ну а чё наши-то все, они, видите, на базиках стоят. Как воевать с этими уродцами? Хорошо, хоть танканул. $800 натанкованного. Вот мы, да, крутые. Оп-оп-оп. Это кто? Ага, это у нас. Это. Вот. Все. Не наглей давай. Ух ты. Ну все, я сейчас умираю в спину, да. Ребят, 2500. Вот, ехали, настреливали. Теперь посмотрим, давайте до конца, как будут наши играть. Мы-то играли агрессивно. 3 фрага, у нас 2600 настрела. Я изранил их всех. Остался хелкат у них более-менее, да, крепенький. О-о-о, клещи взяли. Мы проиграем этот бой. Теперь уже 100%. Да что ты стоишь, ты езжай на него. Ты видишь, тебя в бок убивают. Нет, это... Да. Мы проиграем этот бой. Экскалибур 16 хп, альфа не прошла, а осталось у него. Господи. Так, а это Экскалибур сейчас отлетел, да? Да. Хелкат.
М10 и сушка. Я думаю, это долгий бой будет. Ладно, что в целом по Т-150-то можно сказать? Учитывая, как долго сводится орудие, в принципе, ее точность могли бы альфы побольше подкинуть. Ну, блин, это все равно 6-й левел, куда больше, да, 300 и так хорошо. Я уже размечтался по 390, нет. Броня у него условная. То, что меня сейчас не пробивали, скажем так, мне везло. Потому что я на этом танке почти всегда пробиваю такой же Т-150, зная его бронирование, куда ему стрелять, куда ему нельзя стрелять. Вот, а уязвимых зон по броне у Т-150 очень много. Это лоб башни, это маска, подбашенная рубка, ВЛД, НЛД. Даже стык между НЛД и ВЛД и то слабый. Да, от борта уже играется ничего, но он все равно подставляет башню. Казалось бы, башня должна быть броня больше, чем в корпусе, там существенно. А нет. Нет там этой брони. Так, ну чё, а может и выиграется. Hellcat остался. Ну, Hellcat опасный товарищ. С своим пробитием, альфой. Так, а он светит откуда? КВшника. Опа, с поджогом. Вот это обидно. Он вот отсюда, с куста, да, бьет? Он что, не понимает, откуда в него стреляли? Серьезно? Давай, выйти, он тебе сейчас в лоб прям проломит. Во, бортом, правильно, вот так. Боком к нему. А чё нет? Крутой КВ-2. А он в кустиках стоит, вот здесь встал. Ты хотя бы от борта выезжал, КВ-2. М10 РБФМ на базе стоит, ему вообще пофигу что-либо. Да, ребят, вот так играют. У нас базу стоит дефи. Тут осталась одна ПТшка. Ну ты уже езжай, там М10 РБФМ атакует. Ты гля, стоит. КВ-2 стоит. Они не понимают, откуда он в них стреляет, что ли? Это боты? Это реально боты? Я уж думал, выиграют. Бесполезно. Как могут боты выиграть у игрока? Никак. Вот он стоит, думает, ехать вперед, не ехать, а что? Опасно, да? Я благодарен этому КВ-2, что он меня спас, помог, точнее, не спас прям уж, а помог отжать направление. Но то, что он делает дальше, расстраивает меня в полной мере. Это невозможно. Это 15-минутка. Да, кстати, ребята, третья цифра секретного кода, цифра 8. Вот. Те, кто за кодом пришли. Да, он их сейчас из инвизора стреляет всех. На захват, что ли? О, а вот он и. Наджи увидел. Толку-то, все, он спрятался. О, я не верю, что он попал. Но это просто нонсенс. Вы представляете, он попал в него с такого расстояния. Фантастика. Фантастика. Ладно, за наш Т-150, что все-таки можно говорить? В принципе, обычный тяжелый советский танк. Ничего в нем сверхъестественного нету. Единственное, что на нем надо больше стараться играть от борта, потому что в лоб он пробивается. Если человек напротив, там, на таком же танке, либо на других тяжелых танках других наций знает ваше бронирование, то ваша броня вас не спасет. Хотя должна. Все, первое место у нас по урону. 3 фрага, мы молодцы. Вот видели, сколько наши настреляли. Ну, жуть, короче. Тут даже говорить нечего, вот сколько у них настреляли воины.
Т-150. Есть такой, кстати, еще у нас трактор на больших колесах Т-150. Я еще, когда подростком был в деревне, такие трактора Т-150, таких типа кировца, только чуть-чуть поменьше. Кировец желтый, такой огромный трактор. А Т-150 поменьше, их красили кабину в такой в беловатый цвет, такой молочный, да, а трактор, по-моему, весь зеленого цвета. Вот Т-150. Вот это то же самое, по сути. Т-150, где броня? Нет брони. В борте есть только броня, все остальное дерьмо. Ну как вот ему не сделать было в такой маске брони? Ну что за бред? Сотка, ну что это такое? Здесь 103, здесь 90 подбашенные руки. Здесь 130, здесь там уже не помню сколько там, около 100, да. Здесь в районе 130 стык. Ну говно кусок, ну как так-то? Здесь вообще там 70. Жесть. Ладно, ребята, ставьте вот такое вот оборудование. Я вот из-за экипажа еще как бы пришлось поставить приводы, поскольку экипаж на 100% не переобученный. Даже с приводами, с инструкциями на приводы, да, у нас пушка сводится 3.09. 3.09. Охренеть. Конечно, сюда турбину бы поставить, гонял бы, но без приводов на этом танке поиграть не получится, даже с переобученным экипажем. У нас сейчас сколько? 3.09, отнимаем там штраф 0.18, получается у нас что? 2,9, грубо говоря, почти 3 секунды он будет сводиться у вас с полностью переобученным экипажем на эту машину, да, с инструкцией на усиленные приводы. И вот будет вот сводиться будет почти 3 секунды. Вот так. Такая вот тачка. Ладно. Всем большое спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии, что вы думаете по этой машине. Ставьте лукасы, побольше лукасов, побольше комментариев. Я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.